Африканская саванна умеет молчать, но это молчание никогда не бывает абсолютным. Обычно оно соткано из шороха сухой травы, отдаленного хохота гиен и мерного рокота цикад. Но в те дни великая равнина Масаи-Мара словно затаила дыхание. Ветер перестал гнать пыльные вихри, а птицы-медоуказчики покинули окрестности лагеря оазис, оставив после себя звенящую, противоестественную тишину. Группа из 4 фотографов-экстремалов, приехавших за «Золотым часом» и кадрами «Большой пятерки», оказалась в ловушке, которую не смогла бы предсказать ни одна туристическая страховка. Небольшой гостевой домик, поднятый на 2-метровых сваях над выжженной землей, стал для них и спасением, и тюрьмой. Все началось на закате первого дня. Огромный лев с гривой цвета антрацита, редкий и величественный экземпляр, которого местные гиды называли «тенью», не просто подошел к лагерю, он занял позицию. Он расположился прямо под раскидистой акацией, крона которой касалась крыши домика. К середине второго дня шутки про бесплатную фотосессию иссякли. Марк, лидер группы и ветеран National Geographic, первым почувствовал неладное. «Он не охотится», — прошептал он, глядя сквозь узкую щель в зашторенном окне. «Посмотрите на него». Мимо прошла стая зебр, буквально в 50 метрах. Он даже ухом не повел. Лев вел себя вопреки всем законам биологии. Его янтарные глаза, обычно полные хищного блеска, теперь казались затянутыми матовой пеленой глубокой, почти человеческой скорби. Он не спал, не искал водопоя и не пытался прорваться внутрь. Но как только кто-то из людей делал неосторожный шаг по скрипучим доскам пола или приближался к двери, из груди зверя вырывался низкий, вибрирующий рык. Этот звук был настолько мощным, что стаканы на столе начинали дрожать, а у людей внутри потели ладони. Это был не призыв к атаке, а предупреждение. Приказ «Оставайтесь на месте». На 3-й день запасы воды подошли к концу, а напряжение внутри хижины достигло точки кипения. Воздух стал густым, пропитанным запахом пота и первобытного страха. Сара, самая молодая из группы, была на грани истерики. «Он ждет, когда мы ослабнем», — всхлипывала она. «Он просто караулит свою еду». «Нет», — отрезал Марк, не отрываясь от бинокля. «Если бы он хотел нас съесть, он бы давно вышиб эту дверь. Он чего-то ждет или кого-то не пускает». На 4-е утро, когда надежда на восстановление радиосвязи окончательно угасла, на горизонте показались столбы пыли. 2 тяжелых ленд-ровера службы охраны парка неслись к оазису на максимальной скорости. Егеря, обеспокоенные молчанием лагеря, ожидали увидеть что угодно — банду браконьеров или последствия нападения слонов. Но реальность оказалась куда более странной. Старший рейнджер Самуэль, отдавший саванне 30 лет жизни, первым подал знак своим людям остановиться. Лев даже не шелохнулся при виде машин. Он продолжал сидеть у свай дома, но его поведение изменилось. Увидев людей в форме, зверь поднялся и начал яростно, с каким-то исступлением, терзать когтями иссохшую, твердую, как камень, землю прямо под настилом хижины. «Снимите предохранители, но не стрелять», — скомандовал Самуэль. Он вышел из машины, держа карабин наперевес, и внимательно всмотрелся в глаза хищника. «Вы видите это? В нем нет агрессии. Он
Он в отчаянии. Лев внезапно замолк, посмотрел прямо на Самуэля и издал короткий надрывный звук, похожий на стон. После этого хищник медленно отступил в высокую траву, не сводя взгляда с людей, словно приглашая их закончить то, что он начал. Самуэль приказал немедленно вскрыть доски пола в том месте, где лев оставил самые глубокие борозды. Когда ломы с хрустом вырвали массивные панели, из образовавшейся пустоты вырвался тяжелый, застойный дух. Это был запах, который невозможно спутать ни с чем. Смесь сырости, тлена и очень старой пыли. В свете мощных прожекторов открылся зев бетонного спуска. Это был старый, профессионально замаскированный подвал-бункер, построенный еще в те времена, когда эти земли были колониальными охотничьими угодьями. Спустившись вниз, егеря обнаружили небольшое помещение. В центре стоял массивный металлический ящик, накрытый истлевшей промасленной тканью. Внутри лежали ровные стопки дневников, полевые журналы и личные вещи доктора Аларика Торна, знаменитого исследователя и защитника природы, который бесследно исчез в 1964 году. Его поиски тогда длились месяцы, но не дали никаких результатов. Считалось, что он пал жертвой несчастного случая или нападения крокодилов. Но страшная правда открылась в дальнем углу комнаты. Когда один из рабочих направил туда луч фонаря, его крик заставил содрогнуться даже бывалых рейнджеров. У стены в позе эмбриона покоились останки человека. Но ужас заключался не в самом факте смерти, а в том, как она наступила. На внутренней стороне массивной дубовой двери подвала, которая закрывалась только снаружи, остались глубокие застарелые борозды, следы человеческих ногтей. Доктор Торн не погиб в схватке с природой. Его заперли здесь живьем. Последние записи в дневнике, датированные июлем 64-го, пролили свет на это чудовищное преступление. Торн обнаружил масштабную схему контрабанды алмазов, в которой были замешаны его ближайшие коллеги и высокопоставленные чиновники. Они не просто устранили его, они решили, что он должен исчезнуть вместе со всеми своими доказательствами, вместе, которое никогда не найдут. Люди стояли в гробовой тишине, осознавая масштаб трагедии. Десятилетиями туристы пили чай и смеялись в домике наверху, даже не подозревая, что прямо под их ногами находится братская могила чести и правды. «Почему сейчас?» — прошептал Марк, глядя на пустую саванну, где в мареве скрылся лев. Самуэль медленно опустил карабин. «Старики в моей деревне говорят, что у львов есть память, которая передается через кровь. Возможно, предок этого зверя был здесь в ту ночь. Возможно, он видел, как человека заталкивали в эту дыру. Животные не забывают зла, которое совершается на их земле. Он не давал вам выйти, потому что пришло время открыть эту дверь. Он хранил это место, пока не пришли те, кто способен понять. Когда экспедиция начала поднимать останки и архивы, лев с угольно-черной гривой в последний раз огласил саванну мощным раскатистым рыком. На этот раз в нем не было угрозы. Это был прощальный салют. Гордый хищник развернулся и исчез в золотистых волнах травы, навсегда оставив людей наедине с их пробудившейся совестью. Дорогие друзья, если эта история затронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые авторские рассказы, которые выходят у нас каждый день.